Всем привет, меня зовут Веруша, и в этом видео я буду говорить про качество настоящего мужчины. Как определить, что именно перед вами тот самый, надежный, и вы будете с ним как за каменной стеной. В этом видео я буду говорить свое мнение, но может отличаться от вашего. И это видео может помочь, например, девушкам, которые загадывают встретить настоящего мужчину, но, может быть, пока не знают и не определились с набором качеств, которыми он должен обладать. И я постараюсь в этом видео использовать поменьше слова «должен», потому что мужчины так резко реагируют на это слово и говорят, что они никому ничего не должны. И в этом видео я не буду перечислять такие качества, как доброта, честность, порядочность. Она должна быть у обоих полов. В этом видео именно скажу, их будет немного, но скажу именно архиважные для меня качества, которые определяют именно того самого. Что ж, первое качество – это когда слова не должны расходиться с действиями. Для меня, если настоящий мужчина, если он сказал, то он это сделает. Если это не так, то я понимаю, что я такому человеку доверять не могу. Он может сказать все, что угодно, просто бросая слова на ветер. Я такое не люблю. Я люблю последовательных людей, которые честны сами с собой. И для меня лучше тогда ничего не говорить, ничего не обещать, и тогда спроса не будет. Но как только мужчина пообещал, он это слово, он должен это сделать. И знаете, у меня был период, когда я встречала довольно много мужчин, которые они инициативные, они скажут: давай я тебе помогу, давай я позвоню кому-то, или давай куда-то съезжу по твоим делам. И когда ты соглашаешься, они либо забывают про это, либо пропадают, либо очень долгое время собираются это сделать. И такие люди, такие мужчины автоматически в моих глазах просто теряют ощущение, я не могу с таким человеком быть надежным, и теряют уважение в моих глазах, потому что для меня мужчина должен быть человеком слова. Есть такая хорошая поговорка: 100 раз отмерь, 1 раз отрежь. Она отлично подходит к тому, что мужчина не должен говорить просто что-то так. Что ж, это очень важное качество, я его не зря на первое место поставила. Что ж, второе качество, которым должен обладать мужчина, это тем, что он должен держать свои эмоции под контролем, он должен быть с мужским таким сильным стержнем, не истерить ни в коем случае, не поддаваться панике, должно быть такое в хорошем смысле хладнокровие к трудностям, потому что, конечно, когда в жизни много всего происходит, и когда мужчина сталкивается с какими-то проблемами, то здесь можно сразу по нему определить, как он решает их и какая у него психика. Здесь должна быть, знаете, тоже разных мужчин встречала, есть те, которые прям неженки, у них психика на пределе, то, что выдержит мужчина, то, что выдержит женщина, для них это они будут истерить, они будут очень переживать за себя любимого, и я такое вообще не люблю. Знаете, когда я, например, езжу отдыхать, и я, любой какой-то случай может кого-то выбить из колеи, это просто даже касается, не знаю, потери какого-то чемодана или какой-то сложности, какого-то затыка, который произошел, и он потом, может быть, вообще даже со смехом будет вспоминаться. Но я обращаю внимание, когда стою в очереди, как реагируют именно мужчины на это. Некоторые просто начинают психовать, орать, кричать. Для меня просто тоже автоматически такое поведение неприемлемо. Все-таки действительно мужчина, он должен быть с таким немножко холодным разумом, потому что девушки, мы эмоциональные, и нам хочется видеть рядом с собой человека, который стабилизирует эти эмоции. А когда мужчина сам проявляет эту суперэмоциональность, то у меня тоже автоматически понимание того, что я такому человеку, наверное, вряд ли могу довериться.
Третий пункт, и очень тоже важный, это когда мужчина ответственный. Он берет ответственность за свою семью, за близких, он ответственен в работе, в делах. Он вот, может быть, где-то подходит стратегически, аналитически, когда он рассчитывает все, когда он понимает, какие риски, что может случиться, и он готов. Он готов на это, потому что он очень ответственный. Я люблю таких мужчин, которые, опять же, отвечают за свои дела. Это относится именно к ответственности, когда они не будут браться за то, что они понимают, не могут выполнить и так далее. То есть вот очень такое качество люблю. Еще очень важное качество – это смелость и уверенность в себе. Когда мужчина идет, и он просто истощает вот эту уверенность. Просто сразу хочется стать такой покорной, такой смиренный. Джеймс Бонд, которому все по плечу, который вот как в боевиках. Вот они просто транслируют в общество, что я здесь главный, я здесь самый уверенный. Вот просто лучший. Я обожаю людей, которые идут на риски. Ну, например, когда мужчина выбирает сложный, а не легкий путь. И есть такая фраза, там говорится о том, что если ты выбираешь сложный путь и долго идешь по нему, то ты не встретишь на этом пути своих конкурентов. Не люблю трусов, не люблю тех, кто тушуется перед проблемами. Я не зря эти качества соединила вместе, потому что они чем-то похожи, и уверенность, она определяет, на мой личный взгляд, смелость. Не может быть человек уверенным и трусом по жизни. Но еще одно качество, которое характеризует для меня настоящего мужчину, это верность. Верность своим идеям, верность своим принципам, верность своей любимой женщине, верность своим друзьям. Человек верный. Я тоже безмерно уважаю это качество в мужчине. И просто, девушки, если вы встретили такого верного человека, то просто держитесь за него в хорошем смысле. И такой человек, если он поистине верный, он не предаст. Могу сказать, что это просто вот для меня мужчина с большой буквы. Просто в первую очередь даже человек с большой буквы. Особенно в современном сейчас мире верность просто архиважна. Он будет за тебя горой. А если, знаете, как описывают, когда вот эту верность, когда если весь мир будет против тебя, то я буду стоять и подавать тебе патроны. Еще мне нравится в мужчине, когда у него большое сердце, когда он открыт миру и готов помогать или более, может быть, слабым, или вообще в принципе просто помогать людям. И я считаю, что это очень сильное мужское качество. Тоже в моих глазах такой мужчина будет видеть бесконечное уважение, и причем это бескорыстная помощь, когда это просто так чувствует его сердце, и от того, что оно у него такое большое, он помогает просто от души, от всего сердца. Еще очень важное качество – это целеустремленность. Когда мужчина ставит себе цели, когда он идет вперед, когда он достигает этих целей. Не просто себе сказал, что-то наметил, не получилось и не получилось. Нет, когда он планомерно, пошагово идет и добивается. Просто тоже очень люблю это качество. Оно очень важно, когда мужчина развивается, когда он, добившись одной цели, ставит себе другую цель. Хорошее очень качество. Я хотела сказать, что по моим наблюдениям, если у мужчины складывается хорошее взаимоотношение с мамой, и он уважительно относится к женщинам, то тогда у него личная жизнь будет складываться, ну, по крайней мере, легче. Вот я знаю мужчину, который с детства оттолкнул заботу, доброту, ласку мамы. Вот в раннем детстве он просто вот сказал: все, хватит. И мама же, она ребенка наполняет всеми этими хорошими чувствами, эмоциями именно.
И вот эта вот связь ихняя, она прекратилась. И он довольно черствый, жесткий, не уважает женщин, вот выделяет только вот парочку, но тоже по своему какому-то очень своеобразному мнению. У него не складывается личная жизнь, он не умеет проявлять заботу о другом человеке. В общем, такой сухарь, и так что это имеет значение, вот это вот уважение к женщине, не принижение того, что она слабый пол, сиди, женщина, молчи. Поэтому это важный момент. Ну и, собственно, наверное, все пока на сегодня. Я желаю вам хороших выходных. И все-таки постараюсь выпустить уже мотивирующее видео, подготовлю его, чтобы было интересно. Поэтому, в общем, до встречи. Спасибо за внимание. Пока.